with me. Всем привет, и вы снова на канале Pigeon Polly. И сегодня я хочу вам показать такую вот интересную штучку, которая мне пришла с AliExpress. AliExpress в последнее время очень радует скоростью своей доставки, и этот набор неожиданно быстро до меня долетел. Что же, давайте его открывать и смотреть, что это такое. Так, упакован был неплохо, но все равно вот эта часть помялась. Надеюсь, что это не скажется на самом товаре, который нам пришел. Здесь в комплекте вот такая папочка и кисточка. Кисточки мы с вами еще перейдем попозже. Сейчас я только покажу, как это все выглядит. Итак, давайте открывать. У нас здесь, ага, вот такие штучки и вот это. Так, что это такое? Здесь картинки, референсы, как мы можем разукрашивать, собственно, эти раскраски, назовем их так. Вот наши раскраски сами, такие же, как на упаковке там были нарисованы. В комплекте идет 4 раскраски. Очень красивые, очень классно нарисованы, мне очень нравится. И очень мне нравится то, что контур сделан не жирным черным каким-нибудь, а таким еле видно нежным коричневым. Я думаю, что это скажется на результате. И впоследствии вы можете также эту работу вырезать, поставить в рамочку, ну и так далее. В общем, идея вот в чем, что вы разукрашиваете эти рисунки. А чем же мы будем разукрашивать? Дело в том, что в комплекте, почему я решила заказать это, потому что в комплекте идет вот таких 2 листа с акварелью. С акварелью, которой мы, собственно, и будем все это разукрашивать. Предполагается, что этих 2 листиков, на которые нанесены пигменты, должно хватить, чтобы разукрасить все эти 4 страницы. Есть у меня, конечно, сомнения и вопросы по поводу того, что здесь есть. Вот эти вот 2 практически одинаковых розовых, они тоже меня немножко смущают, если честно. И что я еще обратила внимание, это то, что, скорее всего, цвета здесь подобраны так, чтобы нам не нужно было ничего смешивать особо. То есть, вот видите, фиолетовый свитер, он светло-фиолетовый и темно-фиолетовый. Соответственно, у нас вот 2 оттенка есть. Синий-голубой, синий-голубой, желтых 2 оттенка, зеленых 2 оттенка, серые, красный, ну такой это скорее, вот непонятно, будет ли это такой же красный или все-таки его потребуется немножко подмешать с оранжевым. Мы с вами, конечно, для самого начала чуть-чуть краски потратим на то, чтобы проверить, как она смешивается, просто ради интереса. И вот любопытно будет посмотреть, действительно ли получится вот этими 2 листочками. Здесь очень мало краски выглядит, очень тоненький слой. Действительно ли этим получится разукрасить все 4 страницы? Очень интересный эксперимент. Небольшой тест для интереса. Акварель не, ну как вот меловая на пальце не остается практически. То есть это уже какой-то неплохой знак. Мне вообще есть подозрение, что это будет не совсем акварель, а что-то типа такой, ну, знаете, корейская акварель или что-нибудь типа такой, азиатская акварель, которая будет довольно укрывистой. Ну, посмотрим и сделаем выводы уже после того, как, собственно, все это разукрасим. Для чистоты эксперимента я все же решила попробовать эту горе-кисточку. Это вообще что-то супер жуткое. Помимо основного кончика, она имеет еще несколько вылезших волосков. Я подумала, ну хорошо, я должна попытаться хотя бы. Краска на нее не набирается практически.
Ну и как вот этим всю работу рисовать, я вообще слабо себе представляю. Поэтому мы возьмем другую кисточку из моего набора и начнем. Краска на самом деле такая супер серо-белесая и набирается на кисть просто отвратительно. Просто отвратительная краска. Я ожидала чего-то намного более лучшего, если честно, но мои ожидания, мои проблемы, видимо. Как мы видим, смешивается это все тоже из рук вон плохо. Еще какие-то, знаете, катышки в краске. Но, может быть, это проблема в бумаге или, может быть, просто верхний слой краски такой. Ну, давайте перейдем к раскрашиванию. Я выбрала вот этот вот рисунок. У меня все еще вопросы по поводу того, каким цветом красить кофточку. Это все-таки оранжевый или красный. Ну, в итоге просто решила взять красный, потому что, видимо, такого цвета, как на иллюстрации, здесь просто тупо нету. Давайте красить. Честно скажу, ощущения от нанесения краски отвратительные. Это такое ощущение, что просто эта краска не создана для того, чтобы ее наносили на лист с помощью воды и кисточки. Как такое можно было сварганить, я не представляю. Но это, видимо, что-то очень сильно дешевое. Видите, оно плешивит, и любой мазок краски, вот он так и застывает, как он и был. Добавляю чуть-чуть воды, начинаются вот эти вот катышки, просто бесячий песочек какой-то, не знаю. И сразу хочу заметить, что на вот этом вот color чарте, который типа наша палитра, очень мало краски. Я не представляю, как этого должно хватить на то, чтобы разрисовать аж 4 работы. Я не уверена, что даже на одну эту работу хватит. Тут таких 2 листочка, а работы 4. Я понимаю, что красный там не везде встречается, но учитывая пигментированность этой краски и учитывая, насколько она белесая и плохо ложится, тут, скорее всего, придется, шаманить жестко, чтобы хоть что-то из этого получилось. Я попробовала сейчас вот добавить оранжевого немножко, но это вообще не спасло ситуацию, по-моему, сделало только хуже. Растяжку никакую не сделать. Это просто такое ощущение, как будто я рисую вот реально водой из лужицы. Вот чисто вот вода из лужи. Там попадаются какие-то камушки, она такая непигментированная. Ой, честно говоря, это просто, ужасный опыт, если честно. Я такой ужасной акварели еще не встречала. И какие у меня были надежды на этот набор и на эти иллюстрации. Я вообще планировала рамочку под них купить, потому что справа, там, где референсы, мне прям очень нравится, как это выглядит. Что ж, давайте немножко ускорим весь этот процесс и уже встретимся после того, как я закончу раскрашивать. Да, друзья, вот такой вот непонятно, что у нас получилось. Я пыталась изо всех сил. Видно, что тени я здесь не нарисовала, потому что, они просто не ложатся друг на друга, эти слои. Это, во-первых, и во-вторых, здесь тупо нечем затемнять, потому что все цвета, вот все оттенки, они практически одинаковые, и даже черного нет, чтобы нарисовать подсолнух. Ну и, к сожалению, уже на этом этапе видно, что краски не хватит на то, чтобы разукрасить все 4 работы, поэтому придется придумать что-то другое. Если хотите, чтобы я разукрасила остальные работы при помощи детской акварели, которая была обзоры в предыдущих выпусках, то дайте мне об этом знать в комментариях, так мы и поступим. А пока что всем спасибо и пока, и покупать ли вам эту акварель и этот набор, решать только вам.